Приветствую гостей и зрителей моего канала, посвященному нумерологии и психологии. В сегодняшнем видео мы будем разбирать число 3 в нумерологии. И этим числом управляет планета Юпитер. Юпитер также управляет людьми, кто родился 3, 12, 21 или 30 числа любого месяца, и теми, чье число судьбы или имени сокращается до 3. Юпитер – это гигантская светящаяся планета, которая излучает больше энергии, чем принимает от Солнца. Из-за своих огромных размеров она самая тяжелая из планет нашей Солнечной системы. Называют словом гуру, которое обозначает на санскрите «тяжелый» или «тот, кто убирает тьму». Это все делает Юпитера учителем собрания богов, учителем справедливости и просвещения. Как гуру, являясь истинными просветителями и помощниками, отражает жизнь своих учеников, так и Юпитер помогает росту и расширению сознания всего, до чего он дотрагивается. Юпитер – это планета смелости, решительности, власти, усердной работы, энергии, знаний и речи. Юпитер – благостная планета и имеет в качестве своих друзей Солнце, Луну и Марс. Он управляет зодиакальными знаками, такими как Стрелец и Рыбы, и получает свою экзальтацию в Раке и угасает в Козероге. Близнецы и Дева – знаки, приносящие ему вред. Юпитер – это естественный бог 9 и 12 домов. Так как 9-й дом – это дом судьбы, один из наиболее важных домов, то нахождение Юпитера в натальной карте приобретает особую важность. Юпитер также важен, потому что управляет потомством, образованием и женитьбой. Его положение в женской астрологической карте рождения определяет продолжительность жизни, занимаемое положение, характер и поведение мужа. Если Юпитер противопоставляется Сатурну, Солнцу, Раху или Кету, они начинают действовать с ними заодно. Их брак с восходящими близнецами или девой заканчивается разводом. Такое расположение планет создает препятствия для брака в целом. Юпитер дарует своим приверженцам активность, любовь к сотрудничеству, амбициозность, дисциплинированность и чистоту поведения. Они верят в простую жизнь, и им свойственны высокие умы. Юпитер управляет печенью, областью от талии до бедер. Юпитер – это Господь тех, кто родился 3, 12, 21 или 30 числа любого месяца. Особенно удачными являются те, кто родился 12 числа любого месяца. 3 – это число души тех, кто родился 3, 12, 21 или 30 числа любого месяца. Как член семьи нечетных чисел, 3 является динамичным числом. Оно определяет своих обладателей независимыми, твердыми, активными, любящими тяжелую работу, надежными, известными, дисциплинированными, самоуверенными и инициативными. Люди с числом 3 очень амбициозны. Они любят идти в авангарде, они хотят сделать что-нибудь великое в жизни, чтобы запомнили их потомки. Поэтому они постоянно думают о будущем. В начале своей карьеры, которую они начинают довольно-таки скромно, им нужно много бороться. Эта борьба, однако, благотворно влияет на их рост и вдохновляет их. Тройки не любят подчинительного положения, а также не любят низкоквалифицированной работы. Они озабочены большими проектами и пытаются сами для себя создать рабочие места, на которых были бы полноактивными, полновластными хозяевами. Тройки – это ученые по жизни. Они направляют свою энергию на поиск практичных решений, чтобы расцветить свою жизнь, сделать ее более радостной и более привлекательной. Они осознают свою ответственность в этой области. С помощью своего острого чутья и логики они могут сражаться ясно, представляя себе поле битвы, и получают хорошее понимание жизни. Из-за того, что они являются талантливыми собеседниками и могут ясно выражать свои мысли. Тройки – хорошие советники, учителя, ораторы и писатели. Они всегда оптимистично настроены, созидательны, веселы, вдохновлены и полны юмора. Иногда они сами создают для себя проблемы, издеваясь над людьми, которые не ценят их юмора. Эти люди
обычно легко становятся и критиками, и врагами. Их беззастенчивое и прямолинейное поведение часто обижает людей, и вокруг них образуется круг недоброжелательный, намного больше, чем круг друзей и почитателей. Тем не менее, им удается сохранить улыбку и не особо беспокоиться о своих оппонентах. Они всегда окружены представителями противоположного пола. Слабость к ним – одна из проблем троек. Между тем, они разборчивы и вовлекаются в более серьезные взаимоотношения только с теми людьми, которые для них выгодны. Они могут иметь физические контакты, даже если не собираются связать себя с ними семейными узами, также с теми, у кого число 1, 3 или 9. Но в целом они целомудренны и чисты. Они верны своим идеалам, семейным клятвам и лояльны к своим партнерам, даже если не уважают их и иногда плохо с ними обращаются. Они обожают своих родственников и сильно привязаны к семье. Они с радостью относятся к требованиям соблюдения семейных обязанностей. Они лояльны и преданы по отношению к своим родителям. Они жертвуют своим личным комфортом для сохранения атмосферы любви и гармонии в собственном доме. Даже если их партнеры беднеют, они становятся на их сторону и помогают им. Их жизненные партнеры обычно привлекательны, целомудренны и дают им полную поддержку. Они являются универсальными помощниками и помогают всем, даже своим врагам, но только когда их попросят. Они преданы всем благим начинаниям и предлагают свою помощь сразу, не торгуясь. Они обожают путешествовать и получают из этого выгоду. Им свойственно встречать множество знаменитых современников, они любят верховую езду. Их основная слабость – это повышенная амбициозность, избыточный оптимист и экстравагантность. Они преувеличивают значение правды и бесцеремонны. Им свойственны диктаторские замашки. Люди с числом души 3, родившиеся 3 числа любого месяца, обречены бороться в жизни больше других. Однако их борьба приносит в конце концов выгоду и успех. Тем, кто родился 12 числа любого месяца, обладает большой притягательностью и харизмой, чем остальные люди с числом души 3. Они более удачливы, и им приходится меньше бороться. Они получают от друзей и от других людей, облеченных властью, помощь и добиваются успеха, начав с нуля. Те, кто родился 21 числа любого месяца, более неудачливы в жизни. Из-за влияния числа 2 они не так успешны, как другие тройки. А те, кто родился 30 и из-за нуля, являются самыми несчастными среди людей числа 3, и им приходится бороться больше всех. Предостережение для людей с числом 3. Такие люди должны избегать ненужных споров. Они должны избегать общества низких людей, морально низких людей. Они должны стараться контролировать свой темперамент и есть и пить из серебряной посуды. Они должны бережно тратить свои деньги. Деньги приходят к им легко из разных источников, но они также и легко уходят на украшения, удобства, что вызывают финансовую нестабильность. Они должны стараться откладывать деньги на будущее. Они должны избегать переедания и употребления в пищу тяжелого и слишком острых специй. Печенью управляет Юпитер. Так как эти люди используют энергию печени, им нужно избегать пищи тяжелой для нее. Они не должны хвастаться своими достижениями. Им следует контролировать свой гнев. Такие люди должны контролировать свои страсти и свою чувствительность. И они должны избегать чрезмерного оптимизма и амбициозности. Людям не следует при малейших трудностях терять голову. Должны быть терпеливы и смирительны. Необходимо контролировать свои диктаторские замашки дома и предоставлять свободу другим членам семьи. Они должны уважать своих жизненных партнеров и должны внимательно относиться к заболеваниям кожи. Чтобы предотвратить такие заболевания, им следует регулярно проводить массаж тела, используя различные ароматические масла. Им следует также избегать кислотной, провоцирующей газоиспускание пищи, а также не есть, если они не испытывают чувства голода. Людям не следует избегать гордыни и необходимо стараться не зарабатывать деньги нечестными путями. Они должны научиться говорить «нет», потому что постоянное поддакивание создает проблемы.
Те, кто зависит от них, начинают манипулировать ими, потому что постоянное «да» перерастает означать что-либо. Они должны уметь вовремя расслабляться и избегать брать на себя больше работы и ответственности, чем могут справиться. В противном случае это может вызывать стресс. Число судьбы 3. Число судьбы 3 не является хорошим числом, и оно вынуждает к тяжелой работе. Люди берут на себя больше, чем нужно, и у них развиваются стрессы. Все это нарушает спокойствие и спокойное течение жизни. Однако люди с числом 3 отличаются крепким телосложением, полны и могут выдержать невероятные перегрузки. Слабость по отношению к лицам противоположного пола создает проблемы с членами семьи, и их поступки постоянно вносят разногласия. Но эти люди удачливы и всегда могут избежать конфликта. Их невыразимая и критически настроенная природа причиняет им беспокойство. Друзья предают их, братья не оказывают им никакой поддержки, они терпят неудачу в любовных делах и иногда завоевывают плохую репутацию. Их эгоистичность препятствует росту и саморазвитию. Любовь к хвастовству отваживает от них людей. Гордость лишает их многих возможностей в жизни. Экстравагантность ведет к финансовым кризисам. С другой стороны, это люди, которые удачливы, и эта удача спасает их от всех проблем, включая аварии. Когда им нужны деньги, они всегда могут раздобыть их. Они способны притворять свои мечты на практике. Это прирожденные лидеры, которые легко добиваются успеха в политике и занимают хорошие посты в правительстве. Они начинают как самые обыкновенные люди и добиваются огромных высот в карьере благодаря тяжелой и усердной работе, удаче и хорошо развитому чувству ответственности и осознанному планированию. Они избегают ввязываться в споры и иногда вынуждены тратить деньги на обманутых же ими друзей или членов семьи, жертв несбывшихся планов или перемены решений в последний момент. Люди с числом судьбы 3 награждены хорошей семейной жизнью. Их жизненные партнеры поддерживают их и берут на себя все домашние обязанности, давая возможность тройкам посвятить себя благочестивым деяниям. Их жизненными партнерами приходится оказывать социальную помощь многочисленным друзьям и знакомым, многие из которых бедняки. Это люди с теплым сердцем, щедрые и верные, порядочные. Они зарабатывают деньги, используя свой личный магнетизм и очарование. Они всюду находят себе друзей и помощников. Они любят выступать проповедниками и занимаются религиозной работой. Также они любят петь. Это большие люди, которые любят древние истории и политику. Они получают деньги из многочисленных источников и пользуются подчас неблаговидными средствами, но они легко тратят деньги на других и хорошо помещают свои средства, заботясь о комфорте и красоте. Эти люди отмечены созидательностью, хорошим воображением, хорошей интуицией, силой ясного самовыражения, устного и письменного. Однако они не добиваются славы и денег в первой части своей жизни, когда эти вещи они желают больше всего. Все это приходит к ним позже, в более зрелом возрасте. Они любят вкусную еду, комфортабельные дома, снабженные всеми удобствами. Они любят глубокий, но непродолжительный сон. Они верят в мир и всеобщее счастье. Они лучше всего подходят для издательского дела, бизнеса, рекламы, преподавания высшей школы, исследований, путешествий, туризма, импорта или экспорта. Также они могут работать ювелирами или адвокатами. Такие люди могут преподавать философию, которая является их любимым предметом. Они также могут вращаться в религиозных или филантропических организациях. Число имени 3 – это хорошее число имени. И вообще число имени важно для общественных взаимоотношений. Люди знают имя человека и любят его. Число 3 – это число имени, которое приносит юмор, известность и готовность пойти на помощь. Если оно находится в гармонии с числом души, оно приносит ему удачу. Обладатели числа имени 3 тверды, верны, самоорганизованы и умерены. Из них выходят хорошие рассказчики и красноречивые ораторы. Если они находятся в гармонии одновременно с числом души и числом судьбы,
то это придает своему обладателю качество лидера. С другой стороны, оно приносит людям высокое положение, а следовательно и ситуации, где нужно много бороться за отстаивание своих идей и идеалов. Эти люди становятся мастерами на все руки и ведут себя соответствующим образом. Сильными периодами для числа 3 являются октябрь и ноябрь. Во время этого периода люди с числом 3 должны избегать новых начинаний и отправляться в долгие путешествия. Сильными периодами также будет являться период между 19 февраля и 20 марта, 21 ноября и 20 декабря. В это время нужно начинать все новые проекты. Поездки, совершенные в это время, приносят долгие и выгодные результаты. Благоприятными датами будут 3, 12, 21 и 30 число любого месяца. Также удачными можно считать 6, 9, 15, 18, 24 и 27 числа. Днями будет благоприятными четверг, потому что он управляется Юпитером. Это день хороших новостей и событий. Вместе с четвергом благоприятным в финансовых делах является понедельник и среда. И рекомендуемые цвета для них – это желтый. Вокруг себя также люди должны видеть желтые занавески, наволочки или простыни. Для снятия стресса желтый носовой платок. Также можно использовать розовый цвет, синий или светло-пурпурный. Драгоценными камнями являются сапфир и желтый топаз. Эти камни следует покупать и приносить ювелиру в четверг. И ювелир должен изготавливать кольца или подвески с этими камнями также в четверг. Соответственно, забирать изделия рекомендуется тоже в четверг, а затем надевать на себя только после совершения определенных ритуалов. Для ношения кольца больше всего подходит указательный палец на правой руке, палец Юпитера, а ожерелье следует одевать на шею на цепи или желтой нитке. Цепь для ожерелья и оправа для кольца должны быть золотыми. Тройки обычно сталкиваются со следующими проблемами, относящихся к ветру или воздуху. Они имеют слабые нервы, заболевания кожи, беспокойства, связанные с процессом мышления. Здесь хорошо поможет медитация и упражнения с дыхательными практиками. Повышение полового влечения, также страдает от загрязнения крови, сердечных проблем и, возможно, диабет. Подходящими друзьями для троек будут мужчины и женщины, родившиеся 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 или 27 числа любого месяца. Также к ним дружески настроены числа 5 и 7. Для установления романтических отношений и женитьбы больше всего им подходят мужчины и женщины, родившиеся между 19 февраля и 21 марта, и между 21 декабря и 21 ноября, имеющие число души 3, 5 или 9. При отсутствии таких кандидатов также можно выбрать людей с числом души 1, 2, 6, 7, которые также родились в указанное время. Однако женщины должны выбирать единиц или семерок, а мужчины двоек или шестерок. Неблагоприятными годами будут 3, 12, 21, 30, 33, 36, 48, 57, 66 и 75 лет. Взаимодействие числа 3 с единицей. Число 3 и 1 – это хорошие друзья, потому что тройка способна вдохновлять единиц и развивать у них хорошие качества. Единицы, управляемые Солнцем, являются хорошими учениками троек и поддерживают их. Тройки, управляемые Юпитером, хорошие советники, и они способны быть хорошим премьер-министром, и единицы слушаются их. Оба эти числа амбициозны и хотят преуспеть в жизни. Оба числа могут настойчиво выражать свои идеи, оба много и усердно работают. У них есть дополнительный запас энергии и жизненных сил. Оба числа властны и любят дисциплину. Если единица мужчина, а тройка женщина, то это идеальная пара. Тройкам следует выбирать единиц для любых взаимоотношений. И хотя единицам нужно много работать над троек, их сотрудничество взаимовыгодно. Число 2. Эта комбинация также становится динамичной. Тройки очень хорошо понимают двоек и могут помочь им
при любых обстоятельствах, хотя 2 – это число перемен. Тройки всегда адаптируются к ним. И число 2, и число 3 управляются благоприятными планетами. Тройки – это учителя двоек. Они помогают их росту и приносят успех в жизни. Их сотрудничество взаимовыгодно, и тройки могут выбирать двоек для женитьбы, дружбы или делового партнерства. Или же двойки выбирают троек, то если они имеют совместные проекты, то они будут выполнены и желания исполнены. Тройки должны работать на двоек, потому что двойка – это королева, а тройка – это премьер-министр. Для тройки тяжелая работа является необходимым и естественным, а для двойки – деликатной и ранимой. Поэтому тройки всегда озабочены поведением двоек и снабжают их энергией. Число 3 и 3. Вопреки всем остальным комбинациям одинаковых чисел, сотрудничество двух троек очень взаимовыгодно. При встрече двух одинаковых чисел они расслабляются или нейтрализуют друг друга. В случае же двух троек этого не происходит. Обе тройки усердно работают и стараются преуспеть в этой жизни. Тройки – это универсальные помощники, которые помогают всем числам, если те об этом попросят. В деловом партнерстве 2 тройки не сделают больших денег, но будут слаженно работать. В конце концов, в силу своей практичности и хороших организаторских способностей, они добиваются успеха. Поэтому тройки хороши друг для друга в качестве друзей, супругов или деловых партнеров. Тройки – это лодочники, которые перевозят через реку трудностей все остальные числа. Число 4, управляемое Северным полюсом Луны, не является другом по отношению к числу 3. И хотя четверки не оказывают тройкам никаких благодеяний, обратное утверждение справедливо, потому что тройки управляются Юпитером. Если они составляют деловое партнерство, то тройки проигрывают, а четверки выигрывают. Четверки обретают силу, следуя советам троек, и такие взаимоотношения безопасны для троек, если тройка мужчина, а четверка женщина. Но в другом случае их брак не будет удачным. Это происходит из-за того, что четверкам свойственны внезапные перемены и таинственность, к которым женщины-тройки не испытывают никакой симпатии. 3 и 5. Это оба нечетных и оба динамичных числа. Оба они нечетные и динамичные, поскольку пятерки управляются Меркурием. Оба числа управляются благоприятными планетами. Меркурий и Юпитер не являются друзьями. Хотя Юпитер, будучи не заинтересованным универсальным помощником, помогает пятеркам. Тройки хорошие советчики и друзья, так как пятерки – это принцы, любящие приемы, а тройка также является счастливым числом, и у них получается хорошая компания. Они никогда не следуют принятым воззрения и вольнодумцы, и поэтому они помогают друг другу. Из-за своей неугомонной природы пятерки не являются идеальными партнерами для троек в бизнесе или браке. Так как пятерки – это купцы, то тройки от них могут научиться бизнесу. Брак между числами 3 и 5 будет удачным, если тройка мужчина, а пятерка женщина. Обратное же несправедливо. Число 3 и 6. Число 6 управляется Венерой, учителей демонов. Люди с числом 3 дисциплинированы, а люди с числом 6 – нарушители законов. Это прямые противоположности. Но как числа, такая пара гармонична. Троек привлекает шестерки. В компании шестерок тройки могут открывать неизведанные части своей души и наслаждаться жизнью. Шестерки, будучи медлительными, благотворно влияют на торопящихся троек, помогая последним расслабиться, понаслаждаться жизнью и роскошью. Для дружеских отношений числа 3 и 6 взаимовыгодны. Шестерки преуспевают, следуя советам троек, в компании шестерок, которые помогают им достичь секреты оккультных наук. Тройки развивают свои духовные знания. Брак с тройкой и шестеркой удачлив, если тройка мужчина, а шестерка женщина. Обратная ситуация не так идеальна. При деловых отношениях общение троек и шестерок всегда взаимовыгодно. Число 3 и 7. Число 3 управляется Кету, недружественной планетой, но Юпитер нейтрально относится к Кету. Эти числа нечетные и динамичные. Семерка – это учителя, те, кто учит практической мудрости.
Оба числа мыслят независимо, однако тройки помогают семеркам в решении проблем. Семерки дружественные и дружелюбны и имеют философский взгляд на все вещи. Тройки и семерки никогда не думают одинаковым образом и не всегда соглашаются друг с другом, но когда они работают над проектом вместе и представляющие совместный интерес, их сотрудничество может быть весьма плодотворным. У обоих есть дар интуиции, и оба заинтересованы в реформах, и, возможно, оба даже писатели. Как друзья и деловые партнеры, они могут быть взаимополезны. В браке, если тройка мужчина, а семерка женщина, взаимопонимания не будет. В противном же случае женщине в начале совместной жизни придется столкнуться с многочисленными трудностями, но затем все будет хорошо. Число 3 и 8. Число 8 управляется Сатурном, а Юпитер и Сатурн относятся друг к другу нейтрально. 8 – это число борьбы. Восьмерки любят добиваться всего сами и не ищут помощи. Таким образом, тройки не могут помочь восьмеркам, и восьмерки не хотят, чтобы им помогали. Восьмерка наделена властью, и после необходимых усилий и борьбы достигает успеха, и они недолго радуются материальному достатку. Можно сказать, что тройки не должны для женитьбы выбирать восьмерок. Тройки, давая восьмеркам советы, делают их удачливы, и в целом такие отношения благоприятны для восьмерок. Однако восьмерки не благоприятны для троек, ни для деловых отношений, ни для жизненных каких-то партнерских взаимоотношений. Число 3 и 9. Так как девятка управляется Марсом, другом Юпитера, то 3 и 9 настроены друг к другу дружески. Число 3 приносит удачу девятке, а 9 благоприятно для числа 3. По своей природе девятки имеют экстраординарные организаторские способности и являются усердными работниками. Оба числа составляют хорошую команду и, чтобы добиться успеха в жизни, много работают. Они взаимовыгодны. Тройки не задумываются выбирать девяток для дружбы, женитьбы или деловых отношений. Тройки при занятии бизнесом не зарабатывают много денег, но никогда не страдают от потерь. Девяткам помогают советы троек, для которых, в свою очередь, благоприятны сами же девятки, которые все для них организуют и устраивают. Девятки обеспечивают успех и помогают росту троек. Если данное видео вам понравилось, пишите лайки, ставьте комментарии. И следующее видео у нас будет посвящено числу 4. До новых встреч, хорошего всем дня!